Здравствуйте. Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. У нас снова в гостях на канале Алексей. Здравствуйте. Вот, я, как обещала, передаю все ваши вопросы, которые вы мне написали, человеку, который непосредственно занимается недвижимостью и уже много лет живет в Сербии и может вам ответить на все ваши интересующие вопросы. Постарается ответить. Да, во всяком случае постарается. Алексей, значит, ну давайте начнем. Вот такие вопросы мне задавали. Первый вопрос был про ипотеку. Могут ли, приехав сюда, граждане России, имея ВНЖ, давайте сначала отметим, если у них есть ВНЖ и если нет ВНЖ, могут ли они взять в банке ипотеку? Смотрите, здесь, наверное, ВНЖ, он как бы не во главе стоящий фактор, а как бы вытекающий из этого, значит, ипотеку граждане России получить могут. Но в зависимости от банков здесь выставляются требования, нужно работать в сербской компании. Сербская компания должна быть, не меньше, по-моему, 2 лет. Значит, должна быть официальная белая, пушистая и не маленькая зарплата, то есть там не минимальная, там 70 тысяч, сейчас подняли ее порог, сейчас 70 тысяч. Значит, и здесь надо смотреть за ситуацию в разрезе, потому что, например, не очень давно Райффайзенбанк объявил, что он теперь россиянам ипотеки больше не дает. А есть банки другие, которые там, у которых там, например, сербская большая фирма там, с какими-то еще европейскими корнями, которая работает очень давно, у них там зарплатные проекты и все прочее, они дают, но это для этого нужно приехать, поработать, а если вы как бы, да, устраиваетесь на работу, у вас как бы получение ВНЖ неизбежная история, и уже будет, но главный фактор — это работа в хорошей, большой, надежной фирме за хорошей, большой зарплатой. Понятно. Значит, следующий вопрос такой. Можно ли выбрать из России себе жилье, например, не приезжая в Сербию, например, по каким-то сайтам, ну вот, например, Фозида, и будет ли большая разница, человек выбирает из России по сайту, и когда он приедет на место? То есть вся ли недвижимость, которая здесь продается, на таких сайтах выставляется или нет? Значит, продажа недвижимости — это с какой-то стороны коммерческая сторона. Естественно, те, кто хочет продать эту недвижимость, всячески пытается рекламироваться, и основная масса недвижимости, она на сайтах есть, да. Но вот покупать квартиру так, не глядя, не видя, я противник этой истории. У меня были случаи, когда там меня уговаривали снять квартиру на расстоянии. И в принципе, я как бы людей как можно там предупреждал от всего. Мне сказали, да вообще не переживай, вот все, что было, нам все там нравится, и мы счастливы, и все. В итоге все равно потом людям подъезд не понравился. Или там двор не понравился, еще что-то. Я противник этих вещей. Подобрать как бы можно. 90, даже вот те фирмы, которые, я понял, вопрос в том, что там мне рекомендуют ходить ногами, искать и все прочее. Люди продают жилье, застройщики продают жилье, строительные компании продают жилье. Это коммерческая история, они все есть на сайте. Причем там в агентстве и не в агентстве зачастую цена одинаковая. Сайты какие еще существуют? Вот всем известны Фозида, а еще... Фозида, Некретнина, РС, Hello, Оглас, Сосаманжи, РС, основные. То есть они, в принципе, в основном дублируют сами себя. И там только эти квартиры, и застройщики, и агентства, и все. То есть одну и ту же квартиру видеть там на 20 сайтах. Утрирую, конечно. То есть, в принципе, можно из России подобрать и приехать, например, уже смотреть ее здесь на месте. Можно, да. То есть в основном они все выставлены. Нет такого, что там только на месте можно найти какую-то квартиру. То есть это, наверное, пережиток нашего советского по блату. По блату, помните, за склад человек, этот человек. Это коммерция, естественно, они все выставляются с целью продаться, они где-то что-то стояло и чего-то ждала.
Хорошо. Следующий вопрос такой. Если, например, уже куплена квартира, и люди хотят не жить в ней, а сдавать ее, какой нужно платить налог? И нужно ли вообще платить налог? Ну, я не могу вам открыто сказать, что налоги платить нельзя. Налоги платить нужно в любом государстве, да. Как бы налог составляет 20%. Но вы по этой квартире ВНЖ не получите. Потому что в квартире нужно жить, чтобы Мгм. получить ВНЖ. Мгм. Если у вас есть еще одно жилье, там второе, третье, пожалуйста, сдавайте. Мгм. 20% налог и все удовольствие. А есть ли какой-то вариант? Просто мне вот некоторые подписчики уже писали о том, что знают, что можно в полиции написать просто какое-то заявление о том, что человек купил квартиру, но будет жить по другому адресу, и этот адрес полиция показывает. Так можно сделать или не в курсе, да? Потому что мне прям уверенно люди Смотрите, писали, что так да нет, можно. на самом деле я в это не очень верю, потому что я вот сколько разговаривал с полицейскими и все. Мгм. Конечно же, чудеса могут быть разные, в зависимости от района, управа, смены, все что угодно. А, ВНЖ дается на основании жилья, что Мгм. человек живет. Это значит, он покупает квартиру и не живет. Тогда какое у него основание? Да, в Так общем, не что слышали о таком. нет, не слышал Мгм. и не верю в это. Мгм. Понятно. Или кто-то что-то не договаривает, или кто-то что-то не так интерпретирует. Если, например, у меня ВНЖ по работе, Мгм. я там купил, да, вот у меня есть своя недвижимость, Мгм. и я работаю в нише, недвижимость у меня в другом городе. Это даже не прописано. Мгм. У меня просто стоит моя недвижимость, просто там стоит, я туда приезжаю по выходным, да, основное место у меня ВНЖ по работе, я Мгм. как бы зарегистрировал в нише, так можно. Мгм. А если человек купил квартиру, получил ВНЖ, с нее съехал, ее сдает, вот тут большой Мгм. вопрос. Ну вот я тоже так знала, но вот, к сожалению, не знаю, Ну, чем люди руководствовались, но писали именно так, что можно уведомить и не жить в этом. Ну ладно, оставим это. не А, советую. мгм. Следующий вопрос. А, ну, в общем-то, он звучит так, что в России достаточно опасно покупать жилье, могут быть разные варианты, и приводят пример вот историю со всем известную с Долиной, не так давно Я произошедшую, историю с да. Долиной комментировать не буду, Да, да. не Оставим ее в знаю. покое. Но, Да, в дай принципе, бог и ей здоровья. существуют другие какие-то опасности. Там могут, например, купили квартиру, но могут объявиться какие-то родственники по суду ее потом вернуть и так далее. То есть, в принципе, существуют какие-то опасности в том, что человек может попасть в какую-то такую ситуацию. Какие варианты существуют в Сербии? Есть ли какие-то такие опасности скрытые, когда вроде бы все хорошо, но что-то может всплыть? Смотрите, здесь как бы век живи, век учись, но при всем при этом в Сербии вот уже таких каких-то массовых проблем с покупкой жилья порядка 10 лет не существует. Мгм. В свое время, значит, оформление сделки передали всем исключительно нотариусам. Исключительно нотариусам, Мгм. исключительно местным. Например, нотариус, который в Белграде, он не может договор заверить о купле-продаже, который в нише. У них есть своя программа, и каждый локальный нотариус имеет к ней доступ. И здесь по закону каждый нотариус отвечает за чистоту сделки. У него, значит, есть большой, не знаю сколько денег, но большой депозит, который лежит у государства. Чтобы быть нотариусом, помимо всего прочего, там должен положить депозит, который на счете лежит. И, в принципе, нотариус гарантирует чистоту сделки. И перед Мгм. тем, как сделку продать, вернее, квартиру продать, он тщательно проверяет, потому что он несет личную ответственность, Мгм. персонально. Но опять же, да, это как бы есть вот, назовем там нашими привычными словами, какой-то кидалово. Но здесь еще есть разные квартиры, там ограничения. Можно там продать недооформленную квартиру, но все равно могут купить. И Мгм. поэтому лучше, Недооформленную вы имеете в виду именно как вот неугниженную, да, вот как ну, в моем случае, здесь, например? здесь, э, здесь мы можем как бы, да, уйти в недопонимание терминов, укниженное, уписанное, легализованное, нелегализованное. Я Мгм. вот лучше как бы, да, использую термин недооформленное, Мгм. потому что сколько людей, столько мнений. Мгм. Надеюсь, я ответил на вопрос. И да, здесь рисков меньше, намного меньше. И как бы я считаю, что основные риски здесь при покупке новостроек. Мгм. Потому что здесь 114 ФЗ нет, как я уже говорил.
если квартира оформлена, здесь нет такого. И когда там русские начинают задавать вопросы, там, как нам узнать, выписались старые хозяева квартиры или нет, Мгм. меня местные не понимают вообще, что я спрашиваю. Ага. Ну, в принципе же здесь нет такого понятия, как прописка, поэтому Ну, да. здесь есть регистрация на адрес, Регистрация. но такого, как у нас, там нету. Здесь, если, опять же, там связано с детьми, вернее, с владельцами, у которых есть там малолетние дети или по наследству, еще Ага. как-то, здесь тоже есть служба, которая занимается опекун, ну, что-то наподобие нашей опекунской службы, и они этот вопрос тоже контролируют. Ага. То есть, в принципе, вот я знаю, что в России там сделки могут проходить не через нотариуса, только в каких-то случаях, например, там доля продается в квартире, тогда только через нотариуса. А здесь все сделки по продаже Здесь все сделки недвижимости. через нотариусы, да. И, например, там даже в России обязательно, ну, не обязательно, а уже как в практику вошло, то, что даже там люди из психиатрической больницы справки приносят. Здесь, Ага. здесь такого нет. Он начинает, он своим коллегам рассказывает, девочки, мы нас смотрим. Пугайте их. Не, поэтому сделки с иностранцами для них очень тяжелы. Они многие вещи просто не понимают, Мгм. что мы от них хотим. Мгм. Да, я, в принципе, уже понимаю, о чем вы говорите, да. Вот когда вот всем рекомендую, есть такой сербский режиссер, этот Кустурица, да, у него есть замечательный фильм «Жизнь как чудо». И еще ряд разных всяких. Вот когда вы начнете понимать эти фильмы, да, тогда вы можете сказать, что вы начинаете что-то понимать о Вы Балканах. уже местный. Понятно. Хорошо. А все-таки вы сказали, что вот опасности покупки квартиры существуют в новостройках. А поподробнее там какие возможности есть? Но Опасности. опасности, вот, например, в вашем случае тоже Мгм. опасность, да, кто бы мог предвидеть. У вас, на самом деле, ну, очень порядочный застройщик, и за ним как бы грешков не водится особо, Мгм. да. Но тут администрация города выставила требования, которые сейчас Мгм. тупо выполнить не могут, но я думаю, все равно как-то ситуация разрешится. Потом опасности какие могут быть? Например, человек, там, застройщик строил дом, да, и вдруг что-то не по проекту, либо не сделал, либо не доделал, Мгм. либо там это как бы частный инвестор, грубо говоря, и мало ли там, например, он деньги собрал, где-то нечаянно их потратил и Мгм. не может там, да, застроить дом. Такое тоже вот с этим только опасность связана. Как Но, бы, я извиняюсь, перебью сразу. Если дом не достроен, а если все-таки его уже достроили, и человек приобрел, там живет, какие могут быть еще такие опасности всплыть потом, я не после? слышал. Я Такого не слышал, может да. быть. То есть, в принципе, если дом достроен и... Да, я не слышал. Мгм. За все это время такого не слышал. Ну, как-то порядок в этом плане навели. Здесь во многом другом много беспорядков. В том числе там с домами, которые можно жить без акта ввода в эксплуатацию и все прочее, да. Но Мгм. такого я не Ну, слышал. то есть получается, что если дом не могут достроить застройщик, то есть люди уже вложились, и дом не сдается, и они жить там не могут, и получается, что они вложили свои деньги, и вернуть их могут только по суду. В этом опасность Ну получается. да, есть и такие случаи, когда люди там подают коллективные суды, вот. Но, слава богу, в моей практике как бы такого не было, да, Мгм. и дай бог, как А в говорится. нише много таких вариантов? Ну, немного, но бывают. Бывает, да? Я сейчас просто, да, помогал там тоже рассмотреть квартиру, люди продают квартиру, в доме, который там с 2010 или 11 или 12 года, там была такая ситуация, вот они с тех пор там пытались как-то ситуацию разрулить, Мгм. вот, там кто-то передавались права, как-то банкротились, судились, перепродавались, в итоге как-то нашли выход. Мгм. Но здесь, да, по моему мнению, то есть подытоживаем, да, вот этот вариант, да. Значит, если жилье полностью готово, окультурено, у него как бы полностью есть все документы, то как бы нотариус отвечает за чистоту сделки. Я не слышал таких случаев, слава богу, да, что там были какие-то. Вопросы есть при недооформленных каких-то, при какой-то недооформленной недвижимостью и при новостройках. Это есть. Мгм. Я просто слышала, что вот есть дома, которые там по много лет не укниживаются. Это с чем может быть связано тогда? То есть люди Ну, там живут, все. это в основном это может быть связано вот от отклонения, например, от проекта. И либо что-то по проекту не доделали.
не доделали, да, в этом случае такие ситуации могут быть, да. Сейчас как бы таких диких уже совсем историй нет, там раньше случались истории, просто там людям, ну, были свои там местные как бы царьки, которые начинали просто без всяких, он там с кем-то на словах договорился и начал строить дом, да. Мгм. Вот, а потом что-то произошло, и документы не оформлены никак. Эти документы тоже, их и сносить не сносят, и как бы и документов давать не дают. Что там будет, я не знаю. Но вот сейчас таких историй практически не слышно. Мгм. Хорошо, тогда такой еще вопрос. Вот все-таки еще про новостройки. Вот как мы приобрели, у нас все без проблем. Мы сделали ВНЖ, нам дали разрешение на работу на полный рабочий день. А, В других городах и ниш, есть ли разница вообще? Или это одинаково везде? От чего это вообще зависит? Смотрите, здесь как бы можно по-разному ответить. Мы все как бы взрослые люди с образованием и понимаем, да, что как бы закон один, он должен действовать на всей территории, но здесь тоже попадается, как у нас в России, законы, которых достаточно большая толеранция. Нужно подвигать влево-вправо и по-разному. Плюс еще у них есть свои внутренние документы, они там называются правильники, да? У них свои внутренние документы, которым обычный человек не может, у него нет доступа к этим документам. И там свои какие-то подправила еще написано, да? И здесь в зависимости. Правильники это что? Что это за Ну, должность? это не должность, это документ называется, правильник. Ага. Грубо говоря, растолкование этого закона, где каких там, при каких случаях, как закон трактовать. У них есть свои правильники, мы этих документов не видим. Они есть. И здесь зависит от региона, от начальника, не знаю, пример, да, там, например, в Белграде, если вы купили недвижимость, просто так с договором вы не пойдете оформлять ВНЖ, то есть пока в кадастре запись не поменяется, вам ВНЖ не оформят. А в нише, пожалуйста, пока это работает. Сколько это будет ли это завтра? Не знаю. Вот мы сейчас пока за кадром с Галиной общались, да, в нише из всей Сербии, да, в единственном городе, еще, как в других городах, перестали давать, а в Нише еще порядка там чуть ли не год давали ВНЖ на основании изучения языка. То есть уже в других городах нигде не было, а в Нише еще давали. Ну, потом тоже пришла какая-то директива и закрыли. То же самое и здесь. А вот как вы говорите, трактование закона, правильники там, я запомнила это слово. Сейчас вот ситуация по получению гражданства. Может быть, это как раз именно с этим, то есть как трактовать, или почему все изменилось, скажем так? То есть закон же не менялся. Но здесь я не могу сказать, что прям изменилось. Получение гражданства всегда и в любой стране, сколько я знаю, достаточно непростая вещь. Да, и здесь, наверное, главный такой принцип, что государство там иностранцам ничем не обязано. Она хочет примет, хочет не примет. Они даже все эти законы, когда читаешь, они все от до должно и все прочее. Сейчас в моменте непонятно, что будет с гражданством, потому что вот только-только подходят сроки, когда люди получают ВМЖ при массовом наплыве. Раньше как бы, да, все шло своим чередом, потихонечку основные как бы заявления по поводу получения гражданства шли по браку, основные. И как бы все работало своим чередом. Как сейчас, не знаю, посмотрим. Нет пока ни информации, ни четкого понимания. Ходят разные слухи, разные истории какие-то дикие люди там рассказывают, что там без гражданства люди сидят. Честно скажу, у меня четкого и жесткого понимания здесь нет. Как будет дальше, время покажет. Понятно. Мы Как вот бы тоже не знаем, как будет дальше. закон есть, его не отменили, он как бы действует. И вроде там люди как бы начинают сдавать. Будут ли давать? Не знаю. Это и раньше как бы все время процедура достаточно длинная была, которая занимала там год, полтора-два. Что здесь? Не знаю. Пока, но, по крайней мере, законодательно этот путь не закрыт, он как бы легально существует, но как он работает, не могу Пока сказать. приостановлено все, в общем, да, грубо говоря. Никто или- ничего не останавливал.
Ну, люди получают вообще реально гражданство или вообще пока Какие-то нет? получают, здесь еще есть различные законы и по инвестициям, ну не по инвестициям, Мгм. там есть закон называется за особые заслуги, но это как-то договариваются там совсем высоко. Для обычных простых граждан, пожалуйста, закон как бы действует, никто как бы никого никуда не посылает, документы примут, но сколько это будет длиться, Мгм. откажут, не откажут, дадут, не дадут. Мгм. То За- есть, да, Тут не приостановлено, правила не нету. отменено, как бы Нет. документы Ну да. принимают, но пока не Пока что получают и это. как будет, никто не знает. Мгм. Понятно. Еще близкий к этому вопрос. Вот у человека 3 года ВНЖ есть, он хочет получать ПМЖ, но у него нет там недвижимости, он не работает, он хочет на основании получения оформления ИП. Да, А, пожалуйста. Можно, но если, скажем, у него нулевой ИП, А вот дадут тут, или нет? не знаю, по идее, смотря кому попадет. Там я вот, кто меня спрашивает, я знаю, что такие схемы есть, они как бы и действуют, я никому не, я говорю всем, что, ребята, эта схема непонятная, вот люди открывают ИП, да, начинают какое-то там что-то делать, сразу его морозит, оно в ноль. Мгм. Потом вот инспектор, который принимает решение по подаче там ИП, да, человек приехал по бизнесу. Я там открыл бизнес, дайте мне ВНЖ, ему дали. Дома говорят, слушай, а вот мы дали тебе ВНЖ, а зачем? У тебя же там деятельность не видишь какую. Мгм. Там приносишь выписку из банка, а там нули одни. Ну Мгм. скажешь, ну зачем тебе это нужно? Иди, сиди в другое место. Ну, то есть, скорее всего, не дадут, да, если... Вероятность, вернее, скорее всего, нет, чем да. Мгм. Хотя случаи разные бывают, опять же говорю, но я, например, никому это не рекомендую и никогда в эту историю никому не скажу, что да, пожалуйста, так делайте. Мгм. А вообще сложно ИП открыть в Сербии? Несложно. Когда знаешь и умеешь, то нет. Знаешь, где же все это узнать? Только Ну, опыт. Ну, опыт первый, да, в принципе, как бы все можно самому найти, и в интернете найти, и Мгм. законы почитать. И сейчас вроде бы этот искусственный интеллект достаточно неплохо, но все равно он ошибки делает, но в целом можно. Мгм. Можно обратиться к людям, которые помогают это делать, а можно и самим разобраться. У кого как. Кто-то, например, будет сам разбираться, ему интересно, и нет лишних средств, а кто-то посчитает, что он лучше кому-то заплатит деньги, а это время Мгм. потратит на что-то другое. То есть вопросов нет, все работает, все открывается. Вот, но Ну, давайте еще раз напомним тогда. сложно или не сложно, сложно сказать, потому что кому сложно, кому-то нет. Мгм. Вот вы непосредственно помогаете в этом? Да. То есть Не, по поводу... у меня есть юрист, с которым я давно очень сотрудничаю. Мы раньше вместе работали, а сейчас у нас с ним большое такое маленькое предприятие, где мы оказываем любые там юридические услуги. Если где-то мы не можем, мы говорим, мы не можем. Мгм. А если можем, говорим, можем, вот стоит столько. Например. Мгм. Гарантия такая, вероятность. Бывают разные случаи, когда там нет однозначного ответа. Мы говорим, что оцениваем вероятность свою вот столько. Мгм. Вот тогда немножко поподробнее, в чем можно помочь? Да, С во всем, какими что вопросами? да, с любыми вопросами. Вот, я не могу перечислить там весь перечень вопросов. Основные вопросы, которые к нам обращаются, юридические адреса, открытие-закрытие ИП, открытие-закрытие счетов, открытие-закрытие ДО. Там то есть, ну, сейчас процесс идет, вопросы стали более усложняться. Кто-то там уже посудиться успевает, там Мгм. обращаются по поводу судебных различных дел. Ну, какие-то там обычные какие-то вещи. Ну, как говорится, обратиться можно по-любому. Мгм. А там дальше смотрим. Мы, по крайней мере, если даже мы там некомпетентны, не можем, мы хотя бы скажем, куда идти или вообще Мгм. не идти. Мгм. Там обращались люди, там хотели открывать, там, играть на акциях. Тут тоже сложный вопрос. Юрист сидит, перелопачивает там всю документацию, да, делает справку, за которую отвечает. Мгм. Некоторые хотят открыть косметический салон. Делаем тоже, перелопачиваем документацию, но уже сделали это. Мгм. Уже как бы знаем, да, уже по нормам четко там. Не то, что там и придумал, или там кто-то с дивана сказал в какой-то группе конф. То Мгм. есть отвечаем за это. Мгм. Это, пожалуйста. Хорошо, следующий вопрос тогда такой. Есть ли какие-то льготы для граждан России
Белоруссии, Казахстана, которые имеют имеющих ПМЖ в евространах. Нет, не существует никаких льгот, то есть разницы никакой нет. До тех пор, пока вы гражданин страны какой, ну, одной из перечисленных стран, да, к вам относятся как гражданин той страны, у которых у вас гражданство. А разница между Россией, Казахстаном и Беларусью при оформлении недвижимости, ВНЖ, ПМЖ, есть ли какая-то разница? Тут в основном нет. Есть еще различные нации, но это надо каждый раз смотреть. Есть небольшие различия, вот, но я бы не хотел там приводить конкретные примеры, кого-то там может обидеть, зацепить и все прочее. Хорошо. Ну вот спрашивают еще, можно ли приобрести строящуюся квартиру рядом с Белградом, сколько стоимость? Ну, понятно, что можно, сколько она будет стоить квадратный метр? Ну, этот вопрос не совсем правильный, ну не то, что неправильный, он в моменте. Я вам сейчас скажу одно, а завтра он будет другое. Ну, примерно хотя бы. Но сейчас я думаю, что в пригороде Белграда можно, если там, не знаю, какой-нибудь там окраины совсем, то, наверное, ценовая политика как, наверное, в нише. Но это будет прям вот совсем окраина. Ну, окраина, вот и ну, например, Панчево, например, это окраина считается? Гродская. Я не отслеживаю Панчево, я просто немножко не очень нравится мне этот регион, и я поэтому за ним не слежу. Понятно. Чем не нравится? Там завод есть большой. То есть экология там не очень, я так понимаю. И там мост один, который связывает. Я там пару раз в пробок им постоял, и все. И как бы с этим... Так, я говорю, например, это вот Гродско, например, смотреть, если там в нашу сторону, там на берегу Дуная есть городочек, такое селение Гродское. Там, я думаю, что в районе 1800, там, 2000, еще, наверное, найти можно. 1800-2000 нормально. Да, ну, в принципе, в нише тоже такие цены. Ну да, но в нише вы здесь сели и до центра города, я не знаю, там, пешком за полчаса дошли, а там на автобусе до центра города минут 50, наверное, час с лишним ехать. Ну, все-таки можно до Белграда добраться, там работать, например. Работа же больше там. Так, хорошо, тогда еще смотрим, что у нас тут из вопросов. Это мы ответили. Еще такой вопрос. Вот, значит, пишут, что приобрели дом в Сербии, нужно оформлять ВНЖ, то есть, видимо, женщина на себя приобрела дом, муж она пишет прицепом, как супруг официальный, а сыну она пишет больше 18 лет. Он учится где-то в Европе, и они хотят тоже сделать ВНЖ, но он в этот момент приехать не может сейчас. Можно ли потом ему сделать ВНЖ? Но я думаю, здесь проблема не в том, что он не может приехать, а проблема в том, что ему больше 18 лет, правда? Две проблемы. Да, я. Во-первых, я бы обозначил сначала первый вопрос, зачем? Но если человек не живет в Сербии, зачем ему ВНЖ, непонятно. Вот, ну ладно, если люди решили, что им зачем-то надо, ради бога. Вот здесь как бы первое ставит вопрос. То есть дети уже после 18 лет, они не являются официально членами семьи. И по так называемому по спаянию, по воссоединению семьи не получится ничего сделать. Здесь единственный выход, если вы там своему сыну подарите, продадите какую-то часть своей недвижимости. В этом случае можно будет оформлять ВНЖ. Тут встает, опять же, второй вопрос. Вопрос в том, что при оформлении ВНЖ, значит, человек должен находиться здесь и жить здесь. То есть он не должен покидать страну в это время. Если он покидает страну, нужно согласовывать с инспектором. Опять же, дальше надо смотреть, где и как. Не то, что смотреть, надо вот именно этого и придерживаться, как в законе написано. У нас, например, в нише 200% инспектора ко всем приходят, проверяют. В момент подачи ВНЖ приходят и проверяют, живет или нет. Вот, в Белграде, например, редко ходит. Там, в Нови Саде тоже редко ходит, а у нас здесь. Но все равно, когда человек, вот сейчас у них, ну, в Сербии, да, в полиции, в соответствующих отделениях, у них тоже работает компьютерная база.
И набрав фамилию, имя, номер паспорта, вся картинка всплывает, где, что и как человек. И тут получается ситуация, человек там подал документы, уехал, да, человек-инспектор его пробивает, начинает, да, он всплывает, что его нет в стране. Мгм. Могут быть вопросы. Ну, то есть там Скорее есть всего, даже период, будут вопросы. есть какой-то период, сколько времени можно отсутствовать, да? Когда вы- Смотрите, здесь, значит, как у нас в среднем ВНЖ оформляется месяц-полтора. То есть в этот период обязательно нужно быть здесь. Это раз. А потом я все время почему-то думал, что если ВНЖ на если отсутствует в стране больше, чем на полгода, то ВНЖ аннулируется. Но, по-моему, это не так. Там есть какие-то оговорки, то нужно внимательно смотреть. То есть, ну, каждый конкретный случай разбирать как бы нужно. Сейчас для людей, которые задают вопросы, значит, первое, доля недвижимости от количества доли не влияет. Там 1%, 2, там 3, 5, 10, все равно. Это первое. Главное, чтобы он был собственным. Второе, наличие его здесь. Присутствие физическое. Это, в общем-то, и моя ситуация. Мы с сыном также приобрели квартиру пополам, для того, потому что он старше 18 лет, чтобы он также получил ВНЖ. На самом деле распространенная ситуация, когда дети, там, которые меньше 17, по-моему, или 18, не помню уже. 17, по-моему, да? С 18. С 18, значит, до того, как они растут, до 18 лет они по воссоединению семьи получают ВНЖ за определенный период, месяца за два. За два, там, за месяц, когда заканчивается ВНЖ, просто идете к нотариусу, и либо дарите, либо продаете долю ребенку и подаете документов уже на продление ВНЖ, только по другому основанию, по недвижимости. Алексей, вы ответили на все вопросы, которые мне были заданы. Вот, я надеюсь, что всем разъяснения даны. Если будут у вас вопросы еще, Пишите, вполне возможно, да, пишите, что будем Алексей не откажет, мы объяснять. еще встретимся, еще запишем. Вот, так что спасибо вам большое. Да, и вам спасибо. Пишите свои вопросы, постарается Алексей на них ответить. Ну, как он сказал, Пишите. если сможет. Да, по мере сил. Всем пока. Да, всех желаю всего доброго. Приезжайте.